Черника – богатейший источник самых сильных из всех естественных антиоксидантов – антоцианинов. Она восстанавливает многие функции организма и мощно противодействует старению. Ягода увеличивает в мозге количество дофамина и может предотвратить болезнь Паркинсона, Альцгеймера и многие другие тяжелые заболевания. Из этого видео вы узнаете уникальные свойства черники, а также как правильно употреблять эту ягоду, чтобы получить максимальную пользу. Первые серьезные исследования черники были проведены в исследовательском центре пищи Бостонского университета. Ученые обнаружили, что черника способна восстанавливать многие функции организма и мощно противодействовать старению. Доктор Ди Джозеф, ведущий ученый университета, говорит, что сам начал добавлять чернику к своему завтраку после того, как увидел результаты исследования. Под руководством этого доктора были проведены следующие эксперименты. Влияние ягоды на память и моторные функции. 19-месячные крысы, эквивалент 60-65-летнего человека, питались высушенным водным экстрактом черники в дозе, равной половине стакана черники в день для человека. Другие экспериментальные группы получали или витамин Е, или экстракт шпината, или земляничный экстракт. По истечении 8 недель, когда возраст крыс был эквивалентен 70-75-летним людям, крысы, получавшие витамин Е, землянику, чернику и шпинат, были подвергнуты различным испытаниям памяти и моторной функции. Последний тест включал в себя передвижение по тонкому пруту и наиболее трудную из всех задач – балансирование на вращающемся пруте. В то время как у всех экспериментальных крыс было замечено некоторое улучшение памяти и прогресс в разрешении ряда задач, только крысы, получавшие экстракт черники, показали радикальное улучшение баланса и двигательной координации. Крысы, получавшие чернику, двигались быстрее остальных и более длительное время удерживались на узком и на вращающемся пруте. Фактически в среднем они сумели оставаться на прутьях почти вдвое дольше, чем остальная контрольная группа. Мало того, крысы, получавшие чернику, вернулись почти к юношеской норме относительно способности удерживать баланс при передвижении по узкому пруту. Обычно молодые крысы могут оставаться на пруте в течение 13 секунд, старые – 5 секунд. Крысы в группах, получавших витамин Е, экстракт шпината и земляничный экстракт, держались столько же, сколько и обычные крысы. Напротив, получавшие чернику, старые крысы сумели оставаться на пруте от 10 до 11 секунд, практически как молодые. В журнале неврологии доктор Джозеф написал: «Мы не знали такого средства, которое могло бы полностью восстанавливать моторную функцию со старением. И только суточные дозы экстракта черники сделали это». Полезные свойства черники. В чем причина уникальных свойств этой ягоды? Известна разрушительная сила свободных радикалов, которые играют ведущую роль в процессе старения организма. Такие вещества, как антиоксиданты, способны довольно эффективно бороться со свободными радикалами. Черника – богатейший источник антоцианинов, самых сильных из всех естественных антиоксидантов. Экстракт черники показал свою способность увеличивать в мозге количество дофамина. Это соединение регулирует важнейшие процессы в мозге, а как мы знаем, чем моложе мозг, регулирующий все виды обмена веществ в организме, тем моложе сам организм. Увеличение дофамина, например, способствует выработке соматотропина, гормон роста, который отвечает за обновление и омоложение клеток всего тела. Под воздействием черники отмечается также улучшение пропускной способности клеточных оболочек и снижение уровня воспалительных процессов. Улучшается передача нервных импульсов от нервных клеток к другим клеткам организма. Другая важная особенность флавоноидов, найденных в чернике – их способность поднять уровень глютатиона. Глютатион – наиболее важный эндогенный, то есть вырабатываемый самим организмом антиоксидант. Это мощный защитник нервной ткани, а также эффективный нейтрализатор хронического воспаления, которое зачастую является причиной заболеваний, связанных со старением. У жертв болезни Паркинсона наблюдается низкий уровень глютатиона. Ученые предполагают, что всего полстакана черники в день могут предотвратить болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и тому подобное, которые доставляют столько страданий как самому больному,
так и его родным. Кроме того, экстракт черники обладает способностью укреплять стенки сосудов, а также снижать уровень сахара в крови, что препятствует склеиванию молекул и способствует продлению жизни. Антоцианины черники способствуют нормализации гематоэнцефалического барьера между кровью и мозгом, восстанавливают его проходимость, что также продлевает жизнь. Другие соединения фенолы способны останавливать рост патологических кровеносных сосудов. Это один из механизмов, с помощью которого организм препятствует росту и распространению опухолей. И, наконец, в одном из экспериментов был достигнут беспрецедентный результат. С помощью черничного экстракта и витаминов Е в 97% случаев было остановлено прогрессирование катаракты, которое ведет к слепоте. В результате другого эксперимента экстракт черники привел к улучшению зрения 75% близоруких людей. Итак, множество уникальных веществ, содержащихся в чернике, делают эту ягоду оптимальным средством для продления жизни и предотвращения многих тяжелых заболеваний. Как правильно употреблять чернику? Для получения выраженного эффекта необходимо съедать по меньшей мере полстакана ягод в день. Ученые предлагают принимать ягоду курсами. 4 курса в год по 100 грамм в день на протяжении 30 дней. Эффект будет больше, если съедать ягоды на пустой желудок минут за 30-60 до еды, запивая 150-200 мг теплой воды. Возникает логичный вопрос, где найти так много черники? Действительно, 4 курса в год по 100 грамм в день и на протяжении 30 дней – это 12 кг ягод. Какие мы можем предложить варианты? Вариант первый. Летом чернику можно собирать самостоятельно или покупать на рынке и заготовить нужное количество ягод в течение лета. Потребуется заморозить или высушить минимум около 1 ведра черники. Второй вариант. Покупать замороженную чернику в магазинах. Если при заморозке были соблюдены технологии, то почти все полезные вещества в чернике останутся. Главное правило – размораживайте столько ягод, сколько вы съедите за раз. Повторные заморозки после размораживания отрицательно влияют на полезные свойства ягод. Третий вариант. Использовать специально изготовленные из черники экстракты, добавки, а также различные черничные йогурты и тому подобное. Однако важно следить, чтобы в составе не было дополнительных добавок и сахара. Вся информация для этого видео была взята из книги «Как прожить 120 лет здоровым и красивым». Если у вас будут вопросы по теме этого видео, пишите в комментариях, и мы ответим.